Ну что, приветствую всех. Сегодня решила даже запустить прямой эфир в открытом доступе, и как раз мы с вами закончим расклад для а, оставшихся троих групп участников, которые выбрали для себя первую, вторую и третью позицию. Идем мы с обратного счета, да, и посмотрим прогноз для всех тех, кто выбрал в первой части данного выпуска, а, кто выбрал для себя такую красивую желтую друзу. Вот, давайте приступим, посмотрим основные события. Мы сегодня будем просматривать с вами прогноз на 2024 год по главным событиям года, да, по главным событиям на каждый месяц. Для этого, конечно, расслабьтесь, подумайте о своих планах, о своих целях. У нас очень особенный период сейчас с вами идет. Мы знаем, что за последние сутки было 3 вспышки на Солнце и очень-очень мощные, одни из самых мощных показателей. Это говорит о том, что, конечно, очень скоро будут разного рода события происходить. И события, конечно, важно, чтобы каждый мог, скажем так, включить позитивный сценарий, да, событийность позитивную в своей жизни. А для этого благоприятно, когда вы как раз занимаетесь своими проектами, своими целями, своими начинаниями, когда вы сами инициируете вот те перемены, те возможности для себя открываете и не ждете, как говорится, никаких волшебных пенделей. Поэтому будьте внимательны, период у нас очень особенный. Вот, и давайте приступим. Итак, прошу показать для третьей группы, для всех участников, кто выбрал желтую друзу, прошу показать прогноз на 2024 год по главным событиям на каждый месяц наиболее понятным и открытым способом. Ну что, приступим. Мы начинаем с вами с февраля. Февраль у нас, конечно, осталось немного, но все же будем просматривать и февраль. Также будем брать рекомендации от высших учителей, от архангелов. У нас очень светлая будет такая трансляция от учителей, от архангелов по разным показателям на каждый месяц. Итак, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, а, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Вы знаете, что я не, это не мое, скажем так, основное направление, да, расклады на картах, но периодически, когда идет поток, когда идет информация, можно обращаться и к картам. Но помните, что если меняется ваш психоэмоциональный фон, если меняется ментальное поле, да, то есть ваши мыслеформы, соответственно, может и меняться расклад. Поэтому ваша судьба все-таки в ваших руках. Главное начать, главное действовать. И действовать, конечно, важно, скажем так, основательно, да, не по верхам и, как говорится, не вокруг да около. Ну что, пойдем, пойдем рассматривать. Итак, февраль. Вы как раз можете отследить уже февраль, насколько у вас откликается. В феврале есть задача у вас либо же скажем так, заниматься образованием, самообразованием, постигать знания, глубинные, сакральные знания, духовные знания, да, эзотерического порядка, возможно, изучать психологию, либо же события, которые происходили или происходят сейчас еще в феврале, у нас еще целая неделя до окончания фактически осталось, и здесь изначально по плану высших сил, скажем так, вам старались не давать информацию, не показывать те события, которые могли произойти уже, либо будут происходить еще в ближайшее время. Поэтому я бы советовала, конечно, включать осознанность максимально в феврале, быть максимально мудрыми, проявлять мудрость и понимать, что не все, что человеку, скажем так, хотелось бы узнать заранее, ему не все могут раскрывать. Почему?
для того, чтобы, возможно, человек своими мыслеформами, своими поступками не форсировал и не пытался изменить как-то ход этих событий. Давайте посмотрим, какая рекомендация идет от архангелов для вас на февраль месяц, как следует себя позиционировать. И ясновидение. Я помогаю вам а, духовно прозреть, чтобы вы ясно увидели небесную любовь. А, Духовное прозрение, то, с чего я начала описание первой книги, да, первого положения, это как раз состояние ясновидения. Это когда вы четко, скажем так, понимаете, что духовное развитие не второстепенно, да, а имеет огромное значение для каждого человека, и уже сейчас необходимо включать свою интуицию, духовно, энергетически развиваться. Вы можете записываться ко мне на сеансы чисток. Это моя основная деятельность. Я мастер-энергоцелитель, и как раз работа ведется с карма-коррекцией и энерговосстановлением всех, подчеркну, всех энергетических тел человека. И, соответственно, ваша интуиция будет работать гораздо ярче, гораздо сильнее. Ваши энергетические центры будут помогать вам быстрее понимать, улавливать информацию извне, да, и, соответственно, узреть события, которые могут происходить, вы можете заранее через вот как раз интуитивные каналы. Но очень важно, чтобы вы все-таки их активировали, да, и свое энергетическое состояние очистили. Физическое тело мы очищаем постоянно, мы умываем лицо, да, каждый день и принимаем душ там и все остальное. Соответственно, за физическим телом мы ухаживаем, но уже мы знаем, давно научно доказано наличие ауры у всех живых существ, включая, конечно же, и человека, и аура многослойна, то есть она состоит из нескольких энергетических тел, и вот как раз ими-то в основном никто и не занимается. Но я думаю, те люди, которые будут смотреть данный выпуск, возможно, все-таки периодически практикуют хотя бы медитацию, практикуют мантры, молитвы. Кто-то, возможно, практикует йогу, возможно, и другие энергетические практики. Вот. И, конечно, это очень важно и ценно поддерживать свое энергетическое состояние также в чистоте. Совет для вас от высших учителей. Также на февраль узнайте мнение другого человека. То есть, скажем так, не ориентируйтесь только на свое, скажем так, на свои собственные выводы, на свои собственные решения. Старайтесь проконсультироваться, и, возможно, я бы рекомендовала, конечно, консультироваться со специалистами в своем, да, направлении. То есть вопросы, которые у вас есть, задавайте специалистам для того, чтобы прояснить для себя ситуацию наиболее корректным образом. Итак, это февраль. Перейдем дальше. У нас март. В марте, вы знаете, у нас первое затмение, начинается коридор затмений. Первый цикл в этом году. Первое затмение будет 21 марта, это лунное затмение, очень психоэмоциональное, и у вас поездка, у вас есть возможность либо поездки, либо путешествий, либо каких-то известий. Я прошу учитывать, что трансляцию я веду не совсем стандартным образом, то есть через интуитивные каналы. Та информация, которая открывается, я вам ее озвучиваю. Возможно, она не будет прямо на 100% соответствовать описанию карт, как они в классике описаны. Поэтому на это не обращайте внимания. У меня другой подход в работе. Вот. И есть возможность для переезда, есть возможность для путешествий, для командировок. То есть это хороший для вас месяц. Единственное, будьте аккуратны в периоде затмений, начала затмения, да, хотя бы за неделю. Ну, вообще, конечно, затмения начинают проигрываться уже за месяц, даже за полтора бывает, иногда бывает даже в течение
2-3 месяцам могут проигрываться и даже полугода в зависимости от силы и такой активности, скажем так, в вашей натальной карте затмения. Соответственно, для вас есть возможность в марте сделать поездку какую-то, совершить. Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей для вас. Работайте над своими магическими возможностями. Ну, притянуть к себе, возможно, какую-то поездку, возможно, путешествие, да, командировку или исполнение ваших мечт, что тоже заложено в этой карте. А, Для этого у вас есть все возможности. А, То, о чем вы думаете, да, к вам и притягивается. То, что вы делаете, то, чему вы соответствуете энергетически, к вам и притягивается. Конечно же, работа с сакральными геометрическими фигурами очень благоприятно по таким рекомендациям. Также очень благоприятно проходить как раз всевозможные энергетические практики. Да, если есть желание, записывайтесь на чистки. И рекомендация для вас на март от архангелов. Творческое письмо. Напишите статью, книгу или заведите дневник. Э, Возможно, у вас это получится, во время путешествия как раз. Возможно, для того, чтобы поехать куда-то отдохнуть, необходимо об этом заявить, запросить эту поездку, да, и здесь как раз необходимо, возможно, что-то написать. Либо публикацию о путешествии можно также сделать, если у вас есть свои аккаунты, блоги. А, Такая рекомендация для вас от архангелов. Старайтесь вообще, в принципе, больше проговаривать через вот как раз написание, да, то есть даже свои мысли, возможно, какие-то, если вы не можете с человеком поговорить, если у вас есть какие-то отношения, которые сложные, но вы не можете пообщаться с человеком, напишите ему письмо. Во время сейчас эпохи Водолея, которая уже, конечно, идет вовсю активно, и мы находимся в таком энергетическом пространстве, которое быстро транслирует все мысли-формы. То есть на уровне ментальном, телепатически, чувствуется другими, людьми, животными все ваши состояния, ваши мысли. Поэтому, конечно, написать письмо, и, душа человека вас услышит однозначно, поэтому практикуйте, писательскую деятельность, возможно. Возможно, следует, начать писать свою книгу. Но это рекомендации от архангелов. Пойдемте дальше. Главное, что в марте есть возможность для поездок. Давайте идем дальше. Апрель. В апреле необходимо проявить силу и лидерство. Либо же в вашей жизни появится кто-то достаточно авторитетный человек, достаточно такой темпераментный, сильный, волевой. Либо же это от вас потребуется в какой-то ситуации в апреле или вообще в течение всего месяца проявлять силу, уверенность, настойчивость. И я рекомендую, конечно, занять лидерскую позицию. Вообще сейчас начался, вы знаете, я практикую астрологию, нумерологию, фэн-шуй, китайскую метафизику, да, целительство, естественно. И если мы посмотрим по китайскому календарю, да, сейчас как раз начался с 2024 года новый 20-летний цикл, это 9-й период. И в этом периоде, конечно, все, кто занимают лидерскую позицию, будут более успешны, и ее необходимо определить уже в начале года. Поэтому этот расклад мне пришел, ну, что необходимо его, скажем так, записать, несмотря на отсутствие там более благоприятных условий для записи, но мне пришло, что необходимо записать. Это будет полезно для всех в начале года, потому что год только начинается, особенно у нас сейчас такие сакральные даты, да, сакральные дни, очень энергетически насыщенные. Вот еще и по солнечному циклу мы смотрим, что выбросы были, да, очень мощные выбросы плазмы, соответственно, энергии, энергетические потоки и возможности
тоже очень колоссальное. Кто какую позицию выберет, соответственно, так и будет двигаться дальше. Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей для вас. Поощряйте себя. Поддерживайте, поощряйте себя, в своих начинаниях, практикуйте, с одной стороны, миролюбие, но миролюбие не забывайте проявлять и заботу к себе, потому что благодаря вам устраивается ваша жизнь, благодаря вам у вас, что-то получается в жизни. Соответственно, старайтесь, себя поддержать и, благодарить за все те, ваши действия, которые вы, скажем так, заложили в вашей жизни, которые приносят вам успех, благополучие, удовлетворение, радость. Если бы не вы, то, возможно, этого и не произошло бы. В основном, конечно, все в руках человека. Давайте посмотрим на рекомендации от архангелов на апрель месяц. Помните, что в апреле еще продолжается коридор затмений, второе затмение солнечное, и оно будет 8 апреля. Соответственно, период очень особенный, период начинаний, апрель в принципе. И рекомендация от архангелов– это здоровый образ жизни. Ешьте полезную пищу, хорошо высыпайтесь и регулярно занимайтесь спортом, чтобы иметь отличное здоровье. Ну, по этой карте иметь отличное здоровье– это очень важно. Более того, вы сможете проявить вот эту вот силу. То есть, если сейчас даже заручиться этими знаниями и уже начать, у вас будет возможность проявить и здоровое состояние, да, и лидерские качества, и, скажем так, проявлять, закладывать успешные проекты, развивать, да, в своей жизни. Давайте идти дальше. Май. В мае проявляется какая-то задача, которая на долгосрочную перспективу. В мае, возможно, перед вами возникнет или задача, или ситуация, или взаимоотношения, или вопрос, которые, с одной стороны, покажутся для вас как бы препятствием, да, или очень долгосрочным каким-то событием. Но с другой или эти, задачи, эти вопросы могут решаться в длительном промежутке времени и достаточно проблематично. Но важно посмотреть на, данную ситуацию с другой стороны, что, с одной стороны, проявляя силу и активность, ты можешь быстро преодолеть как бы напролом, а, ты можешь преодолеть ситуацию, но расход энергетический будет гораздо больше. Либо же ты можешь поразмышлять и, возможно, найти совершенно другие обходные пути, которые будут менее энергозатратные, да, возможно, более долгосрочные, но менее энергозатратные. И, возможно, более успешную тактику, да, разработать. А возможно, стоит вообще не выбирать этот путь, это предложение, которое будет у вас в мае. Возможно, не стоит на него соглашаться, потому что оно несет за собой, во-первых, препятствия, во-вторых, долгосрочную какую-то развязку. То есть не быстро будут развиваться события по ситуации, которая проявится в мае. Если это будет препятствие, тогда постарайтесь не идти напролом, а найти какой-то другой обходной, скажем так, выход. Выходов и обходных путей всегда множество. Вселенная многовариантна, и вы можете выбрать для себя самый благоприятный путь. Смотрите, какая для вас рекомендация от высших учителей. Опять поощряйте себя, поощряйте себя, говорит о том, что поддерживайте себя в своих начинаниях, заботьтесь о себе, давайте себе возможность на отдых, давайте себе возможность поощрения через ваше собственное признание своих заслуг, своих достижений. А, Не заставляйте себя, делать какую-то непосильную для вас ношу, да, пытаясь кому-то либо что-то доказать, либо просто, скажем так, идя на поводу у чьих-то, потребностей, у кого бы то ни было. Старайтесь быть более заботливыми к себе. И рекомендация для вас от архангелов– обзор жизненного пути.
Проанализируйте свою жизнь и постарайтесь наладить в ней все, что утратило баланс. Очень тоже созвучная рекомендация, согласно первой карты, то есть обозрение своей жизни с высоты, то есть посмотреть на свою жизнь как бы с разных сторон, да, проанализировать с разных позиций и восстановить то, что для вас важно, либо м, настроить то, что для вас важно, либо сбалансировать, да. Возможно, это карьера, личная жизнь, возможно, в каких-то сферах вы преуспели больше, а в каких-то меньше, но они для вас не менее важны. Такая рекомендация для вас, такие события на, получается, май месяц. Идем дальше, лето. Ну, лето, июнь. В июне будьте внимательны, будьте аккуратны. Вы можете либо сами предчувствовать настороженность, опасность какую-то, либо быть в таком состоянии недоверчивом, да, к другим людям, либо же кто-то может к вам, скажем так, пытаться подобрать ключи, да, с вами как-то, создать какой-то союз или взаимоотношения, любые. Ваша задача быть внимательным. Я бы не советовала, доверять в июне никому и, как говорится, следить за своим имуществом, за своими накоплениями, быть внимательным, во что, куда вы вкладываете, с кем, в какие союзы вы вступаете, вот, чтобы не было подвоха либо какого-то обмана. А, Рекомендация для вас учитель. Рекомендация для вас учитель от высших учителей, что интересно, если у вас появится духовный учитель, если появится человек, которого вы могли бы следовать, да, за которым вы бы могли следовать, то, конечно, этого человека лучше обрести заранее, найти заранее. Будьте в позиции сами, да, также учителя, но, опять же, смотря перед кем, смотря с кем, да. Если вы обретете духовного учителя, для себя, соответственно, у вас будет, защита, у вас будет поддержка совершенно другого порядка, да, энергетического и во всех отношениях. Вот. И, конечно же, когда есть тот, кто поддерживает, помогает, подсказывает, а, опять же таки, помогая вам выйти из ваших кармических, да, скажем так, повторений, соответственно, этот человек может вам помочь. То есть обратитесь к учителю в июне, либо же даже уже заранее. Если вам интересно, вы можете обучаться у меня. А, как раз энергоцелительство, карма-коррекция. Но обучение я даю очень обширные и в сфере лайф-коучинга, и бизнес, стратегии, да, проработок также на уровне психологии своих установок, своей позиции, своих взаимоотношений. Вот. Очень обширная такая интересная деятельность, поэтому вы можете задать мне вопросы, да, или написать мне на электронную почту и обучаться, если вам будет интересно, если вам созвучно идти со мной вместе, тогда пожалуйста. Либо найдите другого учителя, которому вы доверяете, которого вы чувствуете, и который, конечно, захочет вас обучать, да, захочет идти с вами и помочь вам развиваться, раскрывать ваш потенциал, ваши таланты. И рекомендация для вас от высших, от архангелов — это ясномыслие. Обращайте внимание на посещающие вас мысли и идеи. Это ответы на ваши мысли. То есть, опять же таки, ясномыслие, до этого ясновидение. Это все тема о поддержании, гармоничном поддержании, активном поддержании своих энергетических тел, своих энергетических центров, да. А,
в чистоте. Соответственно, конечно, сеансы чисток я рекомендую, записывайтесь а, на сеансы чисток ко мне, либо же сами активируйте хотя бы посты, да, энергетические посты, а, пение мантр, молитвы, э, посещайте храмы, либо места силы, но опять же храмы выбирайте те, которые не превратились в кассу, да, а те, которые м, в которых есть, присутствует вот благостная энергия, да, в которых более благостно, скажем так, проявляют себя управители, управляющие этих храмов. Вот, давайте пойдем дальше. Будьте осторожны. Вот я скажу, что в июне будьте осторожны, внимательны и прислушивайтесь к своей интуиции, также обращайтесь за помощью к учителям, духовным учителям, но тоже смотрите, к каким учителям вы обращаетесь. Ам, Июль. Июль — ситуация, которая может либо же потянуть, тему здоровья, либо же ситуация, которая уже себя отжила и необходимо ее завершить, необходимо перейти на новый уровень, необходимо начать жить по-новому и оставить все прошлое в прошлом. Это касается июля. Давайте посмотрим рекомендацию для вас на июль от высших учителей. И это выберите спокойствие, да, занимайте более гармоничную, спокойную позицию, понимайте, что все, что не происходит в жизни, это все происходит согласно божественному провидению, божественному плану, а также божественному плану вашей души. То есть ваша душа это для себя, скажем так, планировала. Но если вы хотите, как говорится, подстелить соломку, тогда, естественно, энергетические практики, аскезы, благотворительность, и тому подобные практики, но должны быть искренними, да, не только ради просто вот какой-то выгоды. Но это то, что может помочь и может защитить. Вот, ну, а, принимайте все события, все ситуации в спокойном, гармоничном, умиротворенном состоянии в июле. Ну, давайте посмотрим. Рекомендация от архангелов для вас: воспользуйтесь своей силой. Используйте данные вам силу и смысл. Явите божественную благодать в своей жизни. Воспользуйтесь своей силой. Тема силы у вас началась еще в апреле. И она продолжается далее. То есть проявляйте, во-первых, силу своей энергии, да, своего духа. Во-вторых, скажем так, старайтесь э, поддерживать чистоту энергетических тел своих, да, и, э, конечно же, отпускайте все то, что уже устарело. Пусть, то, что отжило, пусть это, скажем так, не тянет вас, за собой, и, ваши мысли пусть не пребывают в прошлом. Старайтесь жить в настоящем, да, старайтесь жить в, а, вашей реальности, которая вас окружает, которую вы сформировали, которая вас окружает. Старайтесь, взаимодействовать с ней и понимайте, что все, что отходит, значит, уже закончилось. И как раз оставить в прошлом — это наиболее гармоничный и безопасный для вас вариант. Какие бы события ни происходили, воспринимайте их спокойно. Старайтесь воспринимать спокойно, понимая, что у всего свое время, у всего свой порядок. И порядок как раз проявлен через божественный промысел. Давайте пойдем дальше. Следующий месяц у нас август. И в августе очень интересно, что в августе у вас все-таки достаточно хорошее, возможно, будет предложение. Хорошее предложение может быть связано с личной жизнью, может быть связано с партнерством. Возможно, появится какое-то предложение по работе, по деятельности, но это благоприятное событие. То есть август более благоприятен для вас. Начало года достаточно такое тревожно, возможно, восприниматься вами, но вторая половина года более благоприятная, начиная с августа месяца. Давайте посмотрим
рекомендацию. То есть предложения, которые будут поступать, в августе. Настойчивость, да, будьте настойчивы. Ну вот опять же, проявите силу. В течение всего года прослеживается одна такая линия. Занимайтесь поддержкой своих энергетических тел, да, очищением. Соответственно, это будет укреплять и усиливать вашу интуицию, вашу экстрасенсорику, то есть ясночувствование, ясновидение, да, и тому подобное. И проявляйте лидерство, настойчивость. Будьте настойчивы в своих целях, в своих достижениях, да, старайтесь, не откладывать ничего на потом. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов для вас. И это, м, преодоление трудностей, да, у вас, худшее для вас теперь позади. Все прежние преграды преодолены. Ну, отлично, то есть первая половина года, даже если будет выглядеть какими-то, преградами, либо будут происходить какие-то события, да, которые вам создают какие-то препятствия. Понимаете, что и это пройдет, да, есть понятие такое, что и это закончится. И более того, будьте сильными. Будьте сильными и добавляйте себе дополнительно, как говорится, топливо через энергетические практики. Это то, что будет вас усиливать и защищать, помогать вам проявить вот эту вот даже свою силу воли. Да? Пойдем дальше. Осень. И осенью у вас либо поездка, либо к вам приедут в гости, у вас будет встреча. М, Встреча с кем-то, возможно, с кем вы заключили ранее контракт, договоренность какую-то, от кого поступило предложение. Либо этот человек приедет к вам. Ожидайте, как говорится, встречи, и это будет в сентябре. В сентябре у нас, кстати, начинается второй цикл затмений. Первое будет лунное затмение 18 сентября. Вот. И тоже, если обратить внимание на затмения в этом году, то они начинаются с лунных затмений. Это говорит о повышенном эмоциональном фоне. Соответственно, старайтесь поддерживать себя, да, и гармонизировать. Вот как вам была рекомендация еще ранее, все воспринимайте спокойно. Рекомендация от высших учителей для вас на сентябрь месяц: пейте больше воды. Возможно, встреча произойдет возле водных источников. То есть это возле океана, возле моря, возле реки, возле озера. Либо же, в ожидании этой встречи вы можете, допустим, нервничать, переживать, да, но стараться больше, ну, необходимо пить воды, чтобы поддерживать свой организм, в нормальном циркулирующем активном, состоянии энергии и жидкости в организме. Поэтому не забывайте о здоровом образе жизни, да, о поддержании своего здоровья, потому что из-за переживаний может, происходить такое вот, спазмическое состояние, да, либо же такое состояние стресса, и, соответственно, это не есть благоприятно для здоровья. Что бы ни происходило, не забывайте поддерживать себя. Рекомендация от архангелов: гармония отношений. Мы, ангелы, помогаем людям открыть друг другу свои сердца. Все споры и конфликты улажены. То есть человек, который к вам приедет, уже приедет для гармоничных взаимоотношений с вами. И, соответственно, вас слышат, вам помогают ангелы, архангелы, ангелы-хранители ваши поддерживают вас, поэтому не переживайте, все сложится благополучно. Октябрь — ключевая ситуация. Октябрь для вас в этом месяце ключевой. Здесь будут происходить какие-то наиболее главные события. Более того, все ключи в ваших руках. И вот вопрос, какую дверь вы откроете, да, какой путь для себя вы откроете, зависит, конечно же, от вас, что вы выберете, да, и, скажем так, в какое новое будущее, да, в какую реальность вы войдете или впустите в свою жизнь, какую реальность. Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей для вас. Это будет на октябрь. Свобода. Откройте двери свободы для себя. Аллилуйя, это прекрасно. И очень хорошая рекомендация, конечно же. Занимайте позицию свободной воли, проявляйте ее,
все в октябре будет складываться благоприятно. В октябре у нас второе затмение солнечное. И это затмение будет 2 октября, насколько я помню. И как раз октябрь открывает новые начинания. Солнечное затмение — это новшество, которое вы можете привнести в свою жизнь на длительный период. И рекомендация для вас от архангелов — внутренний мир. Постарайтесь успокоиться, создавайте умиротворяющую обстановку и окружите себя приятными в общении людьми. Ну, это либо гости, которые к вам приедут, либо вы к кому-то поедете. И, скажем так, поддержание своего мирного, гармоничного, сбалансированного, спокойного, да, состояния для вас тоже так прослеживается ведущей ниточкой середины этого года. И посмотрим ноябрь. Что же ноябрь? Ноябрь говорит о том, что, может быть, какие-то мелочи заберут ваше внимание, заберут энергию. Какие-то, возможно, растраты незапланированные также заберут энергию, внимание и ресурсы. Постарайтесь быть более рациональными в ноябре. С середины ноября и до середины декабря начинается ретро-Меркурий, период ретро-Меркурия. А, Не советую покупать новогодние подарки в этот период. Либо же приобрести, определиться до середины ноября, либо же уже после 15-16 декабря тогда выбирать подарки. Ну и вообще, в принципе, все покупки. Поэтому по ретро-Меркурию, по данной карте очень может быть растраты на какие-то на самом деле потом окажутся ненужные вещи, да, или неподходящие. Давайте посмотрим рекомендацию для вас от высших учителей. Мать, жена, сестра, дочь. Ну, не будьте мелочными, тоже по этой карте мелочность может проявляться. Не будьте скупыми по этой карте, да, если это касается ваших близких, кого-то из женщин. Либо женщины, будьте просто более рациональны, да, и общайтесь со своими близкими женщинами. Возможно, они нуждаются в вашей поддержке, помощи. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов на 24 год, ноябрь для вас. И это мужество, как интересно. Там рекомендация мать, жена, дочь и сестра, а здесь мужество. Будьте мужественны и отстаивайте свои убеждения. Но это продолжение. Возможно, вам необходимо отстоять свою позицию перед кем-то из женщин в вашем роду, либо ваших близких женщин, да, возможно, проявить свою позицию, даже женскую, через силу, через мужество, через лидерство, через уверенность в себе. Мы знаем, что у нас сейчас начался также вот период, который 20-летний период, который очень активно проявляет женскую позицию. Более того, эпоха Водолея также проявляет больше женскую позицию, и женщины будут более удачливы, более самостоятельны, более успешны. Вот. И, конечно же, женщинам, да, необходимо проявлять лидерство, необходимо обрести мужество для того, чтобы, скажем так, управлять, да, контролировать свою жизнь и все результаты, которые они получают в своей жизни. Поэтому это очень тоже созвучно. И декабрь. Декабрь, как я называю эту карту, это волшебное время. Ну и хорошо совпадает с декабрем, предновогодние праздники, состояние, да, такое уже настроение, ожидание чуда, ожидание волшебства, Нового года, размышления. Размышления о прошедшей жизни, о будущей жизни, мечты, да, состояние такое, возможно, меланхоличное. Это то, что может происходить в декабре. Ожидание исполнения мечты. Давайте посмотрим на рекомендацию от высших учителей. Отец, муж, брат, сын. Ну, возможно, у вас появится кто-то из близких мужчин, проявится в вашей жизни, или события, вот эти вот меланхолия, да, вот эта вот мечтательность будет связана с кем-то из мужского пола.
Давайте посмотрим. Можно, кстати, обращаться за советом, за помощью к мужчинам, к близким мужчинам. А, м, Если у вас есть какие-то вот вопросы, планы, да, если вы также анализируете свою жизнь, вот обращайтесь за поддержкой к мужскому полу, своим близким мужчинам. И рекомендация для вас от высших учителей: воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. А, Рекомендация воспитания. То есть, воспитывая кого-то, возможно, воспитывая своих детей, возможно, воспитывая своих даже мужчин, а, необходимо понимать, что насколько вы соответствуете тому, о чем вы пытаетесь донести. Если вы не соответствуете, а просто, скажем так, наставляете, но ведете совершенно другой отличный образ жизни, тогда понимайте, что люди вас не будут слышать, да. И опять же таки в воспитании что самое главное? Важно раскрыть талант и потенциал человека и поспособствовать максимально для их раскрытия, не препятствовать. Причем талантов может быть много, и у каждого человека всесторонне может быть развитие. Вот. И поддержать, позаботиться о базовых хотя бы потребностях, потому что последние годы даже базовые потребности у многих людей очень сложно удовлетворяются. Вот. И забота, поддержка, а, о своих мужчинах, да, возможно, как раз в декабре будет благоприятно. Понимаете, что в декабре у нас также происходит разворот Марса в ретро-движении, а, соответственно, мужчины могут чувствовать себя подавлено, либо ослабленное такое состояние здоровья может быть, поэтому и, в принципе, физическая сила, она может быть ослаблена, поэтому у всех будьте внимательны, не старайтесь продавить как-то ситуацию, да, активно. Давайте посмотрим рекомендацию общую для вас на весь 2024 год, такую психоэмоциональную. Кого я впускаю в свою душу? Вот такая вот для вас картинка. Подумайте, размышляйте. Кого я впускаю в свою душу? Очень интересно. Знаете, моя знакомая, она говорила, что вы, когда общаетесь с другим человеком, вы обращаетесь к душе этого человека. Ну, то есть вы общаетесь с душой этого человека. Ваша душа общается с душой этого человека. И общаясь с душой другого человека, насколько тактичны вы, насколько вы бережно относитесь, потому что душа — это проявление божественной искры, да, божественной энергии. По сути, вы обращаетесь к Богу, и насколько вы толерантны, этичны, насколько вы действительно уважительно, да, подходите к общению с этим человеком или живым существом. Вот. И кому вы доверяете, кого вы впускаете в свою жизнь, в свою душу, зависит, конечно, от вас. Либо кого вы удерживаете в своей душе, хотя необходимо уже давно отпустить, да. А, Возможно, что-то новое может прийти в ближайшее время, но, скажем так, если вы концентрируете внимание на прошлом, вам сложно получить новое, обрести новое. Поэтому старайтесь поддерживать себя в благостном состоянии. Такой прогноз был для вас на 2024 год. Я благодарю вас за просмотр и прошу, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, если для вас было полезно, а, созвучно с вашей ситуацией, с вашей жизнью. Вот, если было приятно в общении со мной, да, и личным образом оставляйте ваши комментарии. Вот, благодарю вас за просмотр, и мы переходим к следующей группе. Следующая группа, сразу отметим для себя тайм-код по следующему выпуску. И это у нас получается 44 минуты. Это у нас будет, да, извините, тайм-код для следующей группы. Следующая
выпуск. Это выпуск под номером 2. Да, 2, 44, 20 возьмем. Окей, движемся с вами дальше. А, Для всех, кто выбрал такой маленький колокольчик, да, ну, звук всегда очень важен, и он проникает во все и воздействует на все. Вначале было слово, и м, звук, какой вы поддерживаете в своей жизни, какой вы, скажем так, на какой вы реагируете, да, какие звуки вы впускаете в свою жизнь, какими звуками вы окружаете себя. От этого зависит ваше энергетическое состояние, физическое, ваше мировоззрение, мыслеформы, поэтому старайтесь гармонизировать звук и вообще, в принципе, звучание самих себя, да, в этом мире. Э, Давайте посмотрим прогноз для вас на 2024 год. Наиболее прошу показать открытым, понятным и истинным образом события каждого месяца на 2024 год с трансляцией через самые светлые божественные энергии для всех участников второй группы, кто выбрал маленький колокольчик, а, с рекомендациями от высших учителей, высших мастеров вознесенных, а также от архангелов. Поехали! Давайте февраль. Февраль. Мы начнем с февраля. У нас несколько дней осталось, но все равно это также, возможно, вам подтвердит ваше состояние в течение этого месяца уже. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Так, ну, достаточно благоприятно так выглядит ваш прогноз. Давайте будем разбирать постепенно. Февраль. Достаточно домашнее состояние, гармоничное, умиротворенное, спокойное, дружелюбное, такое домашнее, да. Занимаюсь домом, бытовыми какими-то делами своими, вот, и ну, не хочу особо никуда выходить, как говорится, двигаться. Мне очень гармонично и уютно у себя дома. Возможно, у вас есть рядом друзья, которые вас поддерживают, да, или приезжают к вам в этот период. Февраль достаточно спокойный для вас период. Давайте посмотрим на рекомендации от высших учителей для вас на февраль месяц. И это предложение мира, да, то есть это мира такое любивая позиция, без какой-либо борьбы, без какого-то сопротивления, достаточно спокойное, гармоничное состояние. А, Давайте посмотрим также рекомендацию от архангелов. Архангелы говорят воспитание. Воспитание. Воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. Ну, я бы сказала по раскладу, что это больше такое домашнее состояние, домашние заботы о своих близких, о своей семье. И будьте миролюбивы в общении со своими близкими. Помните, что вы, когда общаетесь, вы общаетесь с душой человека, вы обращаетесь к душе другого человека, соответственно, это божественное проявление, душа, да, и ну, как вы можете обращаться там негативно, да, либо скандалить, зная эту информацию, да, зная, что это божественное проявление перед вами. Соответственно, будьте тактичны, будьте толерантны, уважительны, и воспитывая кого-то или себя, ребенка, да, или там взрослого своего близкого, понимаете, что вы должны соответствовать тому, что вы несете, да, то, что вы пытаетесь проявить в качествах характера другого человека. И вот если вы не соответствуете, ну, как бы понимаете, что человек вас не услышит. Неважно, ему 5 лет, да, или ему там 50 лет. Поэтому будьте внимательны с тем, насколько вы соответствуете тому, чему вы воспитываете других людей.
Давайте пойдем дальше. Март. Март– общественная деятельность, активная общественная деятельность. Вы в социуме, вы на виду, у вас какие-то мероприятия социальные, да, либо же вы, если у вас есть аккаунт, блог, вы ведете эти аккаунты, блоги, возможно, у вас есть какие-то презентации, какие-то запланированные события. Понимаете, что у нас в марте еще есть первый цикл начинается затмений. Первое затмение будет 25 марта, соответственно, эмоциональный фон будет повышен, поэтому выбирайте такую гармоничную позицию и не реагируйте, если будут проявляться какие-то негативные эмоции. Старайтесь сразу их пресекать, развеивая, да, какие-то там домыслы или некорректные там высказывания в вашу сторону. Но, в принципе, карта достаточно оптимистичная. Вообще, начало года очень оптимистичное у вас. Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей. Уравновесьте карьеру и личную жизнь. Ну, если вы были дома в феврале, были максимально домашними, но у вас есть деятельность, есть работа, конечно, необходимо выходить в свет. Необходимо себя проявлять, заниматься развитием, да, своей карьеры, своей деятельности, повышать профессионализм, вот, и показывать себя, показывать свое творчество, да, свои достижения, вот, через активацию в карьерной деятельности. Давайте посмотрим рекомендацию также от архангелов. Лидерство. Настало время занять высокий пост и с любовью руководить людьми. Ну, это рекомендация для вас от архангелов на март месяц. То есть это достаточно активная позиция, больше связана, я так понимаю, в марте с рабочим процессом. События будут развиваться в рабочем формате. А, Давайте пойдем дальше. Теперь у нас апрель. Апрель. Что для вас приходится на апрель? Апрель– это период любви, период взаимоотношений, период своего сердца, да, и достаточно гармоничный. Будет, кстати, второе затмение 8 апреля, солнечное, и оно будет нести начало всему новому. Возможно, у вас появятся новые отношения, а, новый возлюбленный или возлюбленная. Давайте посмотрим. Рекомендация: уединитесь на природе. Уединитесь на природе, а также это помогает гармонизировать и снять стрессовую ситуацию с вашего тоже, ну, скажем, сердца, да, то есть с вашей сердечной чакры. Возможно, необходимо больше проводить времени на природе со своими близкими, с любимым человеком, абстрагироваться от каких-то негативных, да, событий, возможно, для того, чтобы гармонизировать себя и подпитываться, кстати, тоже энергетически от природных источников. Рекомендация для вас от архангелов на апрель. Чувствительность. Сейчас вы обладаете особой энергетической и эмоциональной чувствительностью. Уважайте себя и свои чувства. Ну, если вы испытываете любовь, влюбленность, это прекрасное чувство, тогда, конечно, уважайте себя, уважайте свои чувства и не бойтесь их проявлять. Пойдем дальше. Май. В мае, что интересно, у вас достижения, у вас успех, у вас признание. В мае, возможно, победа над какими-то своими там страхами, задачами, да, благоприятный месяц. В принципе, все месяцы начальные благоприятные, просто разнятся своей тематике, домашняя обстановка, далее у вас рабочий процесс, далее у вас личные отношения, да, личная жизнь, а далее опять, возможно, успех в как личных отношениях, так и в рабочем направлении. Давайте посмотрим рекомендацию от а, высших учителей. Это энергетическое исцеление. А, Вообще, в принципе, поддерживать свою энергетику, поддерживать, и, возможно, начать, работать в сфере целительства будет благоприятно как раз вот начиная с
мая месяца, потому что год у нас насыщенный, мы знаем, высокосный год этот достаточно активный, так как мы на пике солнечной активности 24-25 приходится, поэтому как исцелять и очищать свои энергетические тела очень важно, так и, конечно, важно помогать другим людям, да, повышать их вибрации, помогать, включать, активировать осознанность. Вот. И что вы можете для этого сделать? Вы можете также обучаться, вы можете начать обучаться заранее целительству. Если вам интересно, вы можете записываться ко мне на обучение. У меня идет работа как раз целительства с энергетическими телами на всех уровнях, а также карма-коррекции. Это отдельная тема для разговора, но если вам будет интересно, записывайтесь. А, И рекомендация для вас на май месяц от архангелов — утешение. Я рядом с вами в трудную годину, чтобы помочь вашему сердцу исцелиться. Ну, сердечная тематика началась у вас. В принципе, показатели достаточно позитивные. Возможно, необходимо поддерживать себя, свою сердечную чакру в более гармоничном, более миролюбивом, да, состоянии. Вот, возможно, практикуйте медитацию. Медитацию, например, Клауса Джоула «Открытие потока любви». Очень благоприятная медитация, но, конечно, ее необходимо практиковать несколько дней, ну, минимум 7, да, в идеале это 21, 28 или мой вариант — это 40 дней. Я рекомендую всегда, потому что это будет охватывать больший объем энергоинформационный и формировать новую энергетическую, энергоинформационную, ментальную программу, которая уже будет закреплена. Соответственно, будет действовать более эффективно. Пойдем дальше. Лето. Лето начинается с каких-то напряженных мыслей. Ну вот июнь — это, возможно, негативные, напряженные мысли, тревоги, переживания. Давайте посмотрим, что здесь по рекомендации от высших учителей для вас на июнь. Откройте свое сердце любви. Возможно, какие-то события будут происходить на уровне сердечных, да, отношений, любовных сердечных отношений, как и в предыдущем месяце, вам говорится о том, что исцеляйте свое сердце. Вам рекомендуют, поддерживайте себя, не переживайте, не растрачивайте себя на негативные мысли, потому что, смотрите, они пройдут. Это негативная какая-то ситуация, возможно, связанная с любовными отношениями, она закончится. И все, что происходит, в основном накручено, то есть накручено извне. Это не то, как является ситуация в истинном ее проявлении. Да? Поэтому не переживайте в июне. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов. Творческое письмо. Напишите статью, книгу или заведите дневник. Вы можете записывать свои состояния, да, уже даже начиная ранее, с мая или более ранее, с апреля месяца, записывая все свои состояния, все свои чувства, все свои мысли. Это будет для вас корректно и благоприятно. А также вы сможете потом поделиться, возможно, со своими близкими и не забыть то, как вы проживали этот период. Но если вы переживаете, и человек, допустим, о котором вы думаете, который, возможно, не проявляет себя, вы можете написать ему, написать сообщение, написать ему, да, письмо, и, соответственно, вы можете получить ответ, не накручивая своими мыслями, да, что что-то может там происходить негативное. Давайте пойдем дальше, и у нас следующий месяц — июль. Ну, в июле я советую вам быть аккуратными. В первую очередь заниматься своим здоровьем. Во-вторых, не бояться раскрывать свою сексуальность, постигать, изучать, да, свою сексуальность, раскрепощаться в этом плане. Ну, понятное дело, смотря с кем, да, а, и, конечно же, в первую очередь, понимая, осознавая себя, свои потребности, но быть аккуратными с незнакомыми людьми. Будьте аккуратны с тем, кому вы доверяете какую-либо информацию о себе.
не раскрывайте, не раскрывайте, свои тайны, не раскрывайте свою личную жизнь, да, свои мысли. В июле этого делать не стоит. Давайте посмотрим рекомендацию для вас на июль от высших учителей. Слушайте свое сердце. Ну, тема сердечная у вас прослеживается прям вот такой вот линией по всему фактически началу года. Да. Слушайте свое сердце, доверяйте себе, своему сердцу, поступайте и действуйте из позиции сердечной чакры, из позиции сердца, не из позиции логики, а из позиции сердца. Но, опять же таки, доверяйте, смотря кому, да, доверять, но проверять. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов для вас. Здесь у нас что? Опять воспитание. Воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. Не переживайте, передавая информацию другим людям, пытаясь воспитать себя или своего близкого человека, ребенка или взрослого, соответствуйте то, чего вы пытаетесь донести, да, другому, то, что вы хотите проявить в качествах характера у другого человека, да, или в привычках. Старайтесь соответствовать этому же. И понимайте, что если мы говорим вообще, в принципе, о воспитании, то воспитать необходимо помочь человеку открыть его таланты, ребенок, взрослый, помочь ему реализоваться, раскрыть, причем талантов может быть много у человека, и это нормально, мы все многогранны. Вот. И постараться поддержать на уровне базовых потребностей. Тогда человек раскроет свой потенциал, и сможет себя реализовывать. Вот в этом заключается главная задача воспитания, да, не подавления под своим контролем и как вам удобно, именно раскрытия знаний, раскрытия потенциала, таланта вашего близкого. Рекомендации были такие по июлю. Давайте пойдем дальше. Август. Ну все, вот эта темная, скажем так, тревожная полоса, она закончилась для вас. И в августе у вас начинается новый светлый период, более гармоничный, более осознанный, более, скажем так, здоровый. Здесь приходят силы, приходит энергия. Либо вы на чистки запишетесь, да, ко мне, и, соответственно, силы восстановятся, либо у вас есть возможность также съездить на море куда-то, южные страны, к теплу, к солнышку, да, восстановить себя, свое здоровье, повысить энергетику, либо же, в принципе, состояние будет успеха в ваших делах проявлено как раз в августе месяце. Естественно, я посоветую быть аккуратными с поездками на юг от места, где вы живете в 2024 году, потому что это направление, согласно знаниям фэн-шуй, не очень благоприятное. Поэтому, если вы едете, отправляетесь в южные страны, одевайте синие аксессуары. Синие аксессуары и будьте внимательны за договоренностями, за ключами, за там, кошельками, за своими сумочками. Вот все, что с этим связано, будьте внимательны, если это касается поездок в южные страны. Давайте пойдем дальше. Рекомендация для вас от высших учителей. Художественное выражение. Ну, прекрасно. Раскрытие талантов, творчества. Да, возможно, пора уже раскрыть свои таланты, показать себя, да, проявить себя в социуме. Также социальная активность у вас еще с марта месяца начинается. Возможно, это карьера, да, и проявление в карьере, новые достижения, возможно. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов для вас на август месяц. И здесь мужество. Ну, будьте мужественны и отстаивайте свои убеждения. Проявляйте силу, проявляйте уверенность, будьте мужественными, проявляйте вот эту вот солнечную энергию, напитывайтесь солнечной энергией и проявляйте ее в свет.
будьте уверены в себе. Ну, это все будет способствовать, все пространство будет способствовать вам этому проявлению в августе. Пойдем дальше. Осень. Осень, сентябрь. Осень-сентябрь начинается успешно, удачно, благоприятные события, благоприятное состояние. В принципе, удача сопутствует, да, во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях. И рекомендация на сентябрь от высших учителей для вас. Да, абстрагируйтесь от драмы и, найдите, что позитивное, что хорошее у вас получается. В принципе, если драматические события присутствовали, они в основном присутствовали, в, весенне-летний период, да, начало лета. Но этот период закончился, поэтому абстрагируйтесь от драмы, не возвращайтесь к этим, мыслям, да, негативным. У нас в сентябре будет первое, затмение второго цикла, и оно будет 18 сентября. А, это лунное затмение, и будьте, возможно, аккуратны со своим психоэмоциональным фоном. Но, в принципе, месяц достаточно благоприятен. Давайте посмотрим рекомендацию от также архангелов для вас на сентябрь месяц. И для вас дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов, медленно выдыхая после каждого из них, чтобы пробудить энергию и очистить мышление. Абстрагируйтесь от драмы и очищайте свое мышление. То есть, в принципе, у вас по показателям на сентябрь месяц все благоприятно, все хорошо. Ваши мысли могут накручивать что-то негативное, либо вы можете их вспоминать. Абстрагируйтесь от этого, не следует этого делать. Давайте пойдем дальше. Октябрь. Ну что же, октябрь тоже благоприятное вообще состояние у вас, прям такой цветущий год получается, да, вот по всех у нас проявлениях очень много зелени, очень много цвета и цветов, в принципе. Ну, удача, успех, поддержка, сюрпризы приятные — это все то, что может проявляться у вас также в октябре. Давайте посмотрим рекомендацию на октябрь от архангелов. И для вас сочувствие. Смягчите свое сердце по отношению к сложившейся ситуации и ко всем вовлеченным в нее людям, включая вас самих. Ну, будьте более, гармоничны, более, скажем так, нацелены и сфокусированы на позитивные события, на позитивную сторону, да. Абстрагируйтесь от драмы, как и в прошлом говорит. То есть все благоприятно. Даже если вам, скажем так, преподносят подарок, который, вы возможно, не захотите использовать в будущем, да, не совсем то, что бы вам хотелось, понимаете, что все равно подарок — это внимание. То есть человек о вас думал, человек о вас хотел позаботиться. Посмотрите на эту ситуацию с такой стороны. Ну, а подарок, если вам не подойдет, вы всегда можете его обменять, вот, либо же, передарить. Можно и так, в принципе. Вот, главное, конечно, смотря какой, да, и, возможно, обсудить на будущее. Можно оставить и обсудить на будущее, что вам нравится, что бы вам на самом деле хотелось. То есть не стоит из этого делать, какую-то проблему, потому что, в принципе, проблем здесь нет. Здесь все очень гармонично и благоприятно. В октябре у нас второе затмение, 2 октября, насколько я помню. Это солнечное затмение, оно запускает начало чего-то хорошего. Абстрагируйтесь от негатива. Смотрите тоже, на чем вы фокусируетесь. Это очень-очень важно. Да, приоритеты, рекомендация от высших учителей тоже на октябрь. Для вас это приоритеты. Расставляйте приоритеты. Не будьте мелочными, скажем так, не позволяйте негативу, да, вовлекать вас и ваш ментальный фон, ваше ментальное тело, впускать какие-то негативные энергии, структуры, мыслеформы. Фокусируйтесь на главном, на сути вещей. Давайте пойдем дальше. Ноябрь. Ноябрь, вы перед выбором, вы на развилке, у вас есть задача и желание что-то изменить, у вас есть задача, которая
ожидает от вас принятия решения, да. Давайте посмотрим рекомендацию от архангелов на ноябрь месяц. Гармония отношений. Мы, ангелы, помогаем людям открыть друг другу свои сердца. Все споры и конфликты улажены. Выбирайте выбирайте гармонию во взаимоотношениях. Конечно, если мы говорим про взаимоотношения, и, возможно, с этим связаны предыдущие переживания, да, то сердечные, возможно, чувства. Постарайтесь, выбрать, гармоничное решение, принять гармоничное решение, но для вас обоих, да, для, обоих участников. Ну, в первую очередь, конечно же, ориентируясь на свои истинные желания, свои истинные цели, задачи на эту жизнь, на свои истинные мечты, на свою, истинную позицию, не лукавя, да, с самим собой в частности. Рекомендация для вас от высших учителей: абстрагируйтесь от драмы. Ну что ж такое? Очень, наверное, вот эти вот негативные мысли как-то будут периодически вас посещать. Хотя, по сути, ничего негативного не происходит. То есть достаточно благополучно складываются обстоятельства. Найдите вам задание вот в ноябре, а может даже раньше уже начать, да. Найдите вот здесь, может даже уже начать. Найдите, что хорошего, минимум 5 пунктов в какой-либо ситуации, которая происходит, особенно в негативной, если происходит негативная ситуация. Что там хорошего? Вот какие хорошие 5 пунктов вы можете найти, да, для себя. И пойдем дальше. Декабрь. Декабрь у нас, завершение года, во-первых. Во-вторых, в декабре у вас тоже подарки, удача, доход, ну, то есть прибыль. У вас хорошие показатели. Год завершается хорошо, начинается хорошо и завершается хорошо. В принципе, только вот серединка, начало лета могут как-то о себе давать какой-то такой вот негативный фон, но в основном этот фон накручен либо вами, и вы накрутили негативные мысли, да, переживания, либо кто-то вам, как говорится, еще подшептал, доброжелатель в кавычках, подшептал вот какие-то варианты событий, развития событий. Не стоит обращать внимание на людей зломыслящих, да, или каких-то а, негативных. Лучше обращайте внимание на свое истинное состояние своего сердца. Слушайте свое сердце, оно вам подскажет, какую занимать позицию. Но очень хороший расклад. Если у вас будет выбор связан в ноябре с покупкой, например, подарков на Новый год, помните, что с середины ноября до середины декабря будет ретро-меркурий. Соответственно, выбирать подарки в этот период не есть благоприятно. Их необходимо для Нового года подготовить либо до середины ноября, либо уже после 15-16 декабря начать закупаться на праздники. Вот, и заниматься планированием, в принципе. Вот, давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей для вас м, э, на декабрь месяц. Действуйте немедленно. Действуйте, не бойтесь, не переживайте, у вас все хорошо, у вас есть возможность путешествий, у вас есть возможность обретения новых доходов, выход на новый статус, да, на новое положение. У вас все очень-очень благоприятно. Давайте теперь также посмотрим общую рекомендацию на весь год для вас по психоэмоциональному фону на основную такую главную рекомендацию для вас. И здесь, что в своей жизни я могу изменить, а что нужно отдать в руки Бога. Такая картинка для вас. Размышляйте, размышляйте, анализируйте. Такой был прогноз для вас на 2024 год. Благодарю за ваше время, за просмотр, за совместное проведение такого вот расклада. Пожалуйста, оставляйте ваши лайки, комментарии, если вам было благоприятно, созвучно, интересно провести время сейчас вместе. Вот, и
данный прогноз был созвучен для вас наиболее, пожалуйста, толерантным и тактичным образом. Благодарю вас, и мы продолжаем. Теперь у нас остался последняя группа, первая, но почему-то мы ею, как говорится, заканчиваем наш выпуск. И у вас тайм-код час 14, давайте 20. И мы с вами а, продолжаем для всех, кто выбрал большой колокольчик. Ну вот как раз такое завершение, да, интересное, созвучное, очищающего звука, гармоничное будет и для вас сейчас прогноз на 2024 год. По главным событиям месяца, по главным событиям года на каждый месяц прошу показать наиболее гармоничным, истинным, понятным образом для каждого участника первой группы, кто выбрал большой колокольчик. Ну что же, давайте пойдем, начнем с февраля. Февраль еще немножко осталось у нас тут дней, как раз можно проанализировать, как прошел февраль. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Так, хорошо. Ну, в принципе, уже с первых, так вот, с первого обзора могу сказать, что год достаточно благоприятный, вот только начало. Вот только начало, а именно февраль, да, у вас могут быть какие-то выяснения отношений, какие-то скандалы, склоки, недопонимания, вычищение, да, возможно, своего дома, и это позитивный вариант событий. Но если не вычищение, а именно через негативные взаимоотношения, не переживайте, это все пройдет, потом будет достаточно очень хороший год. Давайте посмотрим рекомендацию для вас от высших учителей. И здесь пишите, напишите все свои мысли, напишите все свои состояния, напишите человеку, с которым вы, возможно, выясняете отношения, напишите ему текстово, да, если человек вас не слышит или не понимает, или же если вы тоже в такой позиции, как будто вы не слышите себя, изложите на бумаге все ваши мысли, переживания, да, вашу позицию. Давайте, возможно, напишите заявление, да, смотря какого события идет, касается речь. А, Давайте посмотрим рекомендацию для вас от архангелов на февраль месяц. И здесь процветание. Ваши материальные потребности удовлетворяются, когда вы следуете своей интуиции и воплощаете в жизнь свои мечты. То есть, если вы здесь выясняете отношения, тратите время на склоки, на какие-то негативные там переговоры, да, участие в каких-то негативных событиях, понимаете, что это влияет на развитие ваше, как финансовое, да, и вы сами выбираете эту позицию. То есть здесь рекомендация идет такая, чтобы вы выбирали для себя позитивную, сфокусированную, позитивную волну процветания, да, чтобы вы фокусировались на доходах, на заработках, а не на негативном, на негативе каком-то, да. Вот. Либо проводите такие вот очищающие практики, которые также помогают привлечь энергию благополучия и удачи. Давайте продолжим дальше для вас на март месяц. Март будет происходить судьбоносное событие. Март для вас будут происходить кармические события, то есть события, которые уже, скажем так, собрали карму, накопили карму, да, и для вас может быть ну, таким значимым событием. Март у нас начинает проявлять, как мы знаем, первый цикл затмений 25 марта, первое лунное затмение, и это лунное затмение может
активизировать очень сильно эмоциональный фон. Вот, поэтому будьте внимательны. Рекомендация для вас на март — свобода. Займите свободную позицию, займите свободное проявление, займите проявление такое, свободы воли своей собственной, да, в марте. Не бойтесь проявлять свою свободную волю. Рекомендация от архангелов для вас на март месяц — победа. Боже, какие классные у вас рекомендации. Победа. Ваши молитвы услышаны. Сохраняйте веру и ждите ответа. Судьбоносное событие, которое освобождает вас, высвобождает, которое дает вам силу, победу, успех в ваших достижениях. Но если мы понимаем, что это кармическая ситуация, а судьбоносная — это всегда кармическая ситуация, то есть это то, что вы заслужили, то, что вы наработали через причинно-следственные связи, то есть то, что вы когда-то посеяли, вот вам сейчас будут результаты. Да. Принимайте, конечно же, и а, выбирайте такую свободную позицию, да, позицию победителя. Пойдем дальше. И рекомендации для вас на апрель месяц. Апрель у вас, в принципе, хороший, благоприятный, успешный период. В апреле продолжаются затмения. 8 апреля второе затмение будет. А, Это будет солнечное затмение, открывает начало, да, начало событий каких-то, нового цикла на длительный период. И а, в апреле рекомендация для вас от высших учителей — здоровье и исцеление. Поддерживайте здоровое состояние своей жизни, здоровье, в принципе, своего организма, своих мыслей, да, ментального поля. Чаще бывайте на природе. Рекомендация также от архангелов для вас на апрель: помните, кто вы. Вы полная силы, любви, творческой энергии, дитя Божье. Вы горячо любимы. Для вас сюрпризы, подарки, поддержка, очень хорошие, возможно, удачные результаты, а, возможно, связанные, допустим, с анализами, со здоровьем. Для вас хорошие будут результаты, и вами будет достигаться успех и победа в ваших делах, в ваших начинаниях. Пойдем дальше. Май. Теперь май, да. Май, либо обретение дома, либо домашняя обстановка, либо что-то, связанное с дизайном. Возможно, вы захотите изменить какие-то, не знаю, аксессуары в своем доме, либо обретение своей семьи, либо просто проведение большего времени в кругу семьи, либо возвращение к себе на родину. Да, и рекомендация для вас от высших учителей: найдите благодать в ситуации, в которую вы попали. То есть даже если в мае вы проведете время более в домашней обстановке, а для вас, может быть, хотелось бы там путешествие, уже, в принципе, теплое время начинается, не переживайте, найдите в этом что-то благоприятное, позитивное для себя. Как минимум выпишите себе 5 пунктов, да, позитивных событий. Рекомендация для вас от архангелов — ясновидение. Я помогаю вам духовно прозреть, чтобы вы ясно увидели небесную любовь. Ну, понимаете, что в этом месяце вас поддерживают, окутывают любовью, а, вас слышат, да, помощники, ангелы, архангелы, вас оберегают, даже если вы находитесь дома, возможно, дом для вас или семейная обстановка для вас более безопасная в данный период времени. Поэтому, в принципе, найдите, что в этом хорошего, и займитесь просто либо семейными отношениями, либо вашим обустройством вашего дома. Давайте пойдем дальше. И у нас июнь, лето, начинается лето. Летом вы в состоянии предвкушения, вы в состоянии ожидания подарков. У вас есть предпосылки на получение какого-то путешествия, на получение каких-то приятных новостей, сюрпризов, подарков. Рекомендация для вас
в июне от высших учителей. Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах, да, соответственно, м, понимая свои сильные стороны, вы, их можете усиливать, вы можете их развивать, раскрывать таланты и, понимать, что нет ничего идеального, никого идеального, да. У каждого человека есть и сильные, и слабые стороны, но на чем мы фокусируемся, то мы развиваем, то мы усиливаем. Соответственно, фокусируйтесь на том, что, в ваших чертах, качествах характера является сильной стороной. Рекомендация от архангелов на июнь месяц для вас — внутренний мир. Постарайтесь успокоиться, создайте умиротворяющую обстановку и окружите себя приятными в общении людьми. Достаточно такое, знаете, легкое, приятное время, летнее, когда необходимо уделить внимание также своему внутреннему миру, своему внутреннему ребенку, позаботиться о себе, возможно, подарить себе подарки, побаловать себя, поблагодарить себя за свои достижения, за свои дела, вот, за свое здоровье, да, за состояние своего организма, вот. И, в принципе, очень благоприятный период. Дальше у нас идет июль. В июле, возможно, появятся какие-то переживания, тревога. Ну, честно говоря, по вашему раскладу здесь эта тревога может быть больше надуманной, накрученной кем-то извне. Какую сторону вы выбираете? Позитивную сторону и фокусируйтесь на позитиве, либо негативную. Вот это очень важно. Итак, давайте посмотрим рекомендации от высших учителей для вас на июль. И здесь продуктивность. Будьте продуктивны, фокусируйтесь на позитиве, фокусируйтесь на своих приоритетах, на том, что уже получилось достичь, да, на ваших целях, планах, на том, что хорошего есть в вашей жизни, что получается в вашей жизни. Соответственно, будьте продуктивны в своих действиях. Возможно, необходимо подкорректировать стратегию, да, достижения цели. Если у вас есть желание, вы можете записываться ко мне, если есть такая потребность, да, ко мне на консультацию, либо вы можете приобрести у меня вебинар по работе с целями и также записаться ко мне на индивидуальный такой тренинг, бизнес, лайф, коучинг, интенсив, я его называю, он такой миксовый, где мы как раз разрабатываем персональную стратегию для вас. Также есть вебинар, который помогает составить самостоятельно и стратегию, и индивидуальный свой прогноз на целый год, более детально и расписать вот план действий пошагово. Либо же самостоятельно, но здесь, возможно, вам следует подкорректировать направление своей деятельности, потому что если проявляются какие-то негативные события, они не, скажем так, не несут за собой реального подтекста. Это более такой иллюзорный, да, мимолетный наплыв, который, возможно, сформирован вообще другими чужими мыслеформами. То есть это от новостей совершенно не ваших, да, может происходить. Вот, либо же такая тревога на фоне каких-то внешних событий. Но это не значит, что эти внешние события могут как-то влиять на ход ваших дел. Рекомендация для вас от архангелов — это кристально чистое намерение. Ясно осознавайте собственные желания и будьте непоколебимы в своей вере. Что бы ни происходило в июле, будьте непоколебимы в своей вере, будьте уверены в себе и действуйте, продолжайте действовать. Если необходима коррекция стратегии, ее всегда можно и нужно проводить и поддерживать, скажем так, все активном состоянии. Пойдем дальше. Август. Август — период отдыха. Август, когда вы определились, когда вы понимаете, где, с кем вам двигаться дальше по жизни, да. Август достаточно, в принципе, такой период передышки, я бы сказала, когда есть возможность отвлечься и восстановить себя, свое здоровье, свою энергию и
просто отдышаться, отдохнуть. Давайте посмотрим на рекомендацию от высших учителей. Свобода. Выбирайте, с кем вам двигаться по жизни. Будьте свободны, не ограничивайте себя, выбирайте, а, где вам жить, выбирайте, с кем вам жить, да, принимайте решение, в какой деятельности вам развиваться, что вам интересно, что вам нравится. Это будет для вас безопасно и наиболее правильной такой тактикой. И рекомендация от архангелов для вас на август месяц. Все хорошо. Все происходит так, как было назначено, со скрытой благодатью. Скоро вы это поймете. То есть все благоприятно, не переживайте, все будет складываться наиболее хорошим, таким благоприятным образом, гармоничным. Ну и это показывают карты событийности, да, конкретно событийность мы смотрим здесь, а рекомендации мы берем также у высших учителей, просим, да, проявить. И осень удачный, прибыльный, благоприятный период. Развитие карьеры, деятельности, исполнение планов, достижение целей. Очень-очень все для вас здесь реалистично в конце года. Смотрите, в сентябре у нас начинается первое затмение, 18 сентября это будет лунное затмение, то есть это созревшая ситуация, которая принесет вам прибыль, удачу, успех, да, благополучие, все будет хорошо складываться. Рекомендация от высших учителей – художественное выражение. Художественное выражение, возможно, ваше художество принесет, да, ваше творчество принесет вам либо прибыль, либо успех, либо какие-то результаты вот, благоприятные для вас. Возможно, вы могли бы уже начать проявлять себя через творчество, начиная с сентября. Это благоприятное, удачное для вас будет время. Мы знаем, что также у нас там хорошие дни, и согласно ведическому календарю благоприятные. Пользуйтесь этим временем. Если хотите более детально уточнить для себя, записывайтесь на консультацию на индивидуальную. Давайте посмотрим рекомендацию для вас от архангелов на август, на сентябрь, да, месяц. Божественный порядок. Все так, как должно быть. Смотрите сквозь иллюзии и увидите порядок, лежащий в основе всего сущего. Ну, то есть все благоприятно и гармонично складывается. Октябрь. В октябре у нас второе затмение. 2 октября, насколько я помню. И это солнечное затмение, оно открывает начало чего-то на длительный период. Да? По затмениям это 9-летние циклы, 20-летние округлим, да, циклы. И если так посмотреть, вы стоите на развилке, у вас выбор, вы что-то будете выбирать, что-то или кого-то. Давайте посмотрим рекомендации от высших учителей. Но карты другие, соседние, очень позитивные, поэтому все будет благоприятно для вас. Сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах. При, скажем так, выборе, при принятии решения концентрируйтесь на своих сильных сторонах и, соответственно, от этого отталкивайтесь. Рекомендации от архангелов для вас на октябрь месяц – гармония отношений. Мы, ангелы, помогаем людям открыть друг другу свои сердца. Все споры и конфликты улажены. Возможно, еще отголоски споров, конфликтов начала года, но они все разрешатся, все будет гармонично складываться для вас, поэтому не переживайте. Идем дальше. Ноябрь. В ноябре у вас удача, успех, у вас доход, у вас прибыль, у вас заработки, у вас возможные путешествия, у вас возможно исполнение ваших целей, да, возможно исполнение каких-то мечт и получение благоприятных, счастливых результатов.
Давайте посмотрим рекомендацию от высших учителей. Очищение. Поддерживайте себя в состоянии энергетической и физической чистоты, эмоциональной, ментальной, то есть на всех уровнях и планах. Я советую, конечно же, записываться на сеансы чисток, если у вас есть желание ко мне, пожалуйста. Это помогает очищать энергетические тела все на всех уровнях и, соответственно, активировать интуицию, помогать себе через дополнительный энергетический ресурс реализовываться во всех сферах жизни. Ну и как раз завершая год, начиная год, завершая год, очищающие практики, аналитические практики, да, они всегда очень-очень благоприятны. Давайте посмотрим на рекомендацию от архангелов для вас на ноябрь месяц. А, И здесь ясномыслие. Обращайте внимание на посещающие вас мысли и идеи. Это ответы на ваши мысли. Прислушивайтесь к себе. Но для этого, конечно, очень важно поддерживать достаточно гармоничное состояние своих энергоцентров, да, своих энергетических тел, очищенное и гармоничное. Тогда ориентироваться и вообще слышать вот эти вот ответы, да, которые приходят через внутренний голос, их будет легче слышать, легче получаться услышать, в принципе. Вот, давайте пойдем как раз к завершению этого года. И для вас успешное, благоприятное, счастливое время. Год для вас достаточно хорошо, удачно, успешно проходит, 24-й, и события благоприятные, счастливые, возможно, рождение детей у кого-то, да, создание своей семьи, рождение детей, обретение своего дома, также поездки, отдых, путешествия есть у вас, да, есть реализация карьерная. И в декабре у вас очень, возможно, на солнечное зимнее солнцестояние, да, возможно, события какие-то счастливые, благоприятные, успешные в карьере, либо в ваших взаимоотношениях. Возможно, вы отправитесь в южные страны на отдых. Сразу говорю, что в 2024 году направление южное по отношению от места, где вы находитесь, не самое благоприятное, поэтому если вы отправляетесь в южные страны отдыхать, выбирайте, во-первых, синий цвет в своих аксессуарах, побольше, да, вот синего цвета. Так черный, синий тоже подходит. А также смотрите, следите за договоренностями, за ключами, кошельками, сумками, счетами, то есть за всеми своими такими вот вопросами, да, чтобы быть максимально безопасным, путешествовать для себя. Вот, и рекомендация для вас от высших учителей: найдите благодать в ситуации, в которую вы попали. Ну, у вас благоприятное, в принципе, стечение обстоятельств. Можно для себя проанализировать уходящий год, да, выписать, что получилось, что достигнуто, какие результаты, да, поблагодарить себя, поощрить себя за прохождение этого года. Тем более мы знаем, что год у нас такой, как по типу трамплина, и дает потенциал, возможность на повышение как статуса, так и, в принципе, на изменение качества своей жизни в лучшую сторону, либо, если с трамплином не справиться, тогда в негативную. Но у вас очень хороший год, у вас все получится. Рекомендация для вас от архангелов: преодоление трудностей. Худшее для вас теперь позади. Вы прежние преграды преодолены, все прежние преграды преодолены. Ну, классно. То есть у вас вообще начинается новый период, новый благоприятный, удачный период. Он начинается и как в конце года, так, в принципе, весь год в основном достаточно насыщен позитивными событиями, позитивными аспектами. Только вот начало немножечко такое омраченное, да, выяснением отношений, насколько я понимаю. Э, Давайте посмотрим для вас рекомендацию по психоэмоциональному фону на весь 2024 год. И для вас такая рекомендация: куда влечет меня темная сторона души? Смотрите, созерцайте картинку, анализируйте.
Потакайте не темной стороне своей души, а потакайте своим, поддерживайте, поощряйте свою светлую сторону. Понимайте, что в каждом человеке есть и темная, и светлая сторона, да, как 2 стороны медали. В каждых показателях, в астрологических, в нумерологических, в любых есть, как минимум 2 сценария: позитивный, негативный. Я говорю как минимум, да, то есть на самом деле Вселенная многовариантна. И на каждую ситуацию дает, большое количество выбора, да, и развития событий. И вот какой выбор вы делаете, конечно же, зависит от вас, от тех решений, которые вы принимаете, от того эмоционального, да, психоэмоционального состояния, в котором вы пребываете, от того состояния здоровья, в котором вы пребываете. Тоже это влияет на ваши решения, на ваше поведение. Вот, поэтому выбирайте светлую сторону, которая будет поддерживать вас и усиливать, всегда на всех уровнях и планах. Я благодарю вас за просмотр и прошу, оставьте, пожалуйста, ваши лайки, ваши комментарии, если для вас было позитивно, интересно и созвучно в течение всего года. Просматривать этот прогноз со мной. Будьте максимально, пожалуйста, толерантны и тактичны в своих, отзывах. Благодарю за ваше время и берегите себя. Всего доброго. До встречи.